Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Катя, и сегодняшняя тема будет очень важная для меня. Я к ней готовилась очень долго. Даже я по-другому хочу выразиться. Она давно меня озадачивала, интересовала. А эта тема, связанная с минералами, упомянутыми в Священном Писании или в Библии. Я очень много пересмотрела литературы, а также роликов на ютубе, но нигде не нашла, чтобы было все так легко и доступно показано и рассказано. Везде какая-то присутствует путаница. И поэтому я решила в этой теме разобраться, все расставить по ювелирным полочкам, как я это люблю делать. И в этом видео я вам расскажу, какие минералы упомянуты в Библии, вообще, что общего между Библией и минералами. Также я расскажу, какие минералы именно упоминаются в Библии и как же связана геология и Библия. Они так тесно связаны, я даже не ожидала. Это просто открытие для меня века. Я бы даже так сказала. Я человек, увлекающийся ювелиркой, и не знала о таком. Вообще, мое увлечение ювелирными изделиями началось сначала с увлечения минералами. Не просто так здесь стоит эта коробочка. Эта коробочка у меня не одна. Я очень люблю минералы, камни, все, что с этим связано. Люблю это изучать, копаться в этом, также разбираться. И вообще, также я хотела сказать, что каждый раз, когда я читала про аметист, про него говорили, что это священный камень. Но откуда это было взято, я не понимала. И в этом видео я все покажу, расскажу на примере своей коллекции, распишу, какие камни являются священными, то есть какие камни упоминаются в Священном Писании. И скажу сначала две самые такие важные вещи, что первое упоминание минералов началось уже именно обозначено в Ветхом Завете. Там упоминается ветхозаветный первосвященник, он так и называется, и также упоминается, что у него был такой четырехугольный нагрудник, я вставлю картиночку, где были все эти 12 камней закреплены, как я понимаю, точно не знаю. И эти камни, они образовывали 4 ряда, по 3 камня в каждом ряду. И я даже хочу дома покопаться в своих минералах, естественно, и вам все это продемонстрирую, все расставлю по этим ювелирным полочкам, а именно по этому нагруднику. Второе, также есть, то есть не второе, а второй очень важный аспект связи минералов и Библии является то, что 12 минералов также упоминаются. Есть такой список, который приводит, я даже подсмотрю, Иоанн Богослов, когда описывал небесный Иерусалим. Это такое красивое описание, я вам тоже его приведу, там тоже очень так как-то красиво это все описано, я даже и не знала, что есть такое описание Иерусалима. Поэтому, если вы, так же как и я, увлекаетесь камнями, минералами, ювелирными изделиями, и если вас интересует именно эта тема связи Библии и минералов, а оказывается, это вообще первоисточник. То есть в Библии упоминается не только эти 12 камней, также Библия очень тесно связана с геологией. Смотрите далее, будет очень интересно. Сначала хочу рассказать о 12 камнях, которые находились, как написано в Ветхом Завете, на священном наперстнике ветхозаветного первосвященника. Я так и расположила, то есть взяла 4 ряда, первый ряд, второй ряд, третий и четвертый, и по 3 камня в каждом ряду расположила. Первый камень, который упоминается в Ветхом Завете, это рубин или сапфир или корунд. Второй это топазик, третий это изумруд,
Значит, второй ряд рассматриваем. Это красный гранат, или еще его называли карбункул. Затем идет алмаз. Яхонта у меня нет, но яхонт — это красный камень или рубин. У меня рубин вот здесь вот только представлен в таком виде, искусственный рубинчик. Затем идет агат, аметист. Также у меня нет хризолита, я вставлю картинку, естественно. Следующий идет удивительный камень перидот или ювелирный оливин. Также оникс, причем оникс есть просто оникс с параллельными линиями, и есть оникс вот такой вот мраморный. Здесь тоже имеет значение. Это и яшма. Вот они все, эти 12 камней. И теперь по очереди о каждом так вот немножечко расскажу, чтобы иметь представление, и покажу свои образцы. Первый камень — это рубин или сапфир, или, как в общем их можно назвать, это корунд. То есть и рубин, и сапфир, они относятся к корундам. Вообще происхождение названия корунда окончательно не установлено. По одной из версий оно образовано от индийского слова каурантака, которым на хинди обозначали этот минерал. Согласно другим источникам, в основе названия лежит санскритское слово курувинда, рубин. Ну, естественно, прозрачные чистые разновидности корунда высоко ценятся в ювелирном деле и называются благородными корундами. В моей коллекции есть вот такой вот рубинчик или корунд, вмещающий породе аниолит. К рубинам меня не тянет, как к драгоценным камням, а вот этот образец мне очень дорог, и мне очень нравятся вот эти вот красивые красные включения. Вот со всех сторон этот образец. Также очень распространены искусственные корунды. Вот у меня есть, кстати, искусственный корунд. Он, видите, такого розовенького цвета и выполнен под рубин. То есть синтетический корунд, синтетический рубин. Вот такой вот красавчик. В принципе, он выглядит как натуральный рубин. И вот такой вот первый необыкновенной красоты рубинчик. Сапфир у меня тоже есть, но эти сережки с сапфирами, они находятся у мамы, они детские, я сейчас их не ношу. Если говорить о сапфире, то сапфиром называют корунды самых разнообразных цветов, кроме красного, вот рубина, который я вам показала, но наиболее известен синий прозрачный сапфир разных оттенков. Еще я слышала, очень ценится васильковый сапфир, даже ювелиры восхищаются этим цветом. Второй камушек, который находится в нагруднике или находился, называется топаз. Или еще топаз, представляете, даже называют сибирским алмазом. У меня есть вот такой вот образец прозрачный, очень красивые камушки. Мне нравится их держать в ручках. И также у меня есть еще два представителя этого камня. Это голубой топаз, который очень распространен. Еще, по-моему, его называют Swiss топаз, очень красивый, прозрачный. Здесь огранка в этом кольце подчеркивает его красоту, вот этот голубой цвет. Обожаю. Меня когда-то очень тянуло к этому камню, хотела его иметь в своей коллекции. Также есть топаз в моей коллекции индийский, именно такого вот желтого цвета, лимонного. Я обожаю вот этот вот бледно-лимонный цвет тоже. Мне кажется, вот в этом кольце то было золотое, это серебряное, и здесь именно огранка подчеркивает красоту этого лимонного оттенка топаза. Ну, у топаза еще есть оттенки разные, или искусственно придают ему оттенки. Вообще по химическому составу топаз — это фторосиликат алюминия, очень твердый минерал, твердость его 8, способный сильно электризоваться при трении. И по твердости он уступает только таким самоцветам, как алмаз, прокорунд, про который я говорила, и хризобериллу. Однако он не столь редок, как названные камни.
И очень мне нравится такое выражение: «И в глубине печальных глаз осенний цвет листвы топаз». Так сказал Максимилиан Волошин. Вообще топаз — это камень, который обладает определенной магией лично для меня. Люблю, ценю, обожаю. Третий камень в легендарном наперстнике — это изумруд. К сожалению, в моей коллекции нет украшений с изумрудами, но иногда мне хочется иметь этот камень, но он такой дороговатый, поэтому пока что вкладываться я не собираюсь, тем более у меня есть, посмотрите, какой необычайный образец именно изумруда. Это кристалл Сваровски, у них, то есть у Женави, которые производят бижутерию с кристаллами Сваровски, очень есть великолепная коллекция, называется «Изумрудные истории» или «Изумрудные сказки», вот не помню точно, но там невероятные камни, и вот на мой взгляд на этом колечке великолепная имитация изумруда, очень хорошо передан вот этот вот оттенок. Также у меня есть кольцо, которое я обожаю, вот это вот кольцо с нано-изумрудами. Очень интересное, это российский бренд Мириада, и здесь нано-изумруды просто великолепные. Тоже красивый вот такой вот цвет, очень хорошо обыграны эти изумруды. И что хочу сказать, что наноизумруды, то есть синтетические изумруды, они иногда по некоторым свойствам превосходят натуральные изумруды, и их не жалко носить. Когда у меня есть наноизумруды, как-то меня особо и не тянет к натуральным изумрудам, но естественно, так как я люблю натуральные камни, то меня тянет и к изумрудам. Я бы хотела, чтобы у меня было какое-то украшение с изумрудом, но изумруд — это не истинно мой камень все-таки вот топаз, вот к нему меня тянет, и он у меня есть. К изумруду меня особо не тянет. Если подробно так немножечко расширить тему изумруда, то как минерал изумруд принадлежит вообще к группе берилла, которая представляет собой алюмосиликат бериллия. В этой группе в зависимости от примеси железа, хрома, марганца различают следующие разновидности. То есть, собственно, берилл травянисто-зеленый или желтовато-зеленый, есть аквамарин цвета светлой морской волны, воды, и гелиодор золотисто-желтый, воробьевид бледно-розовый, и вот этот вот изумруд сочно-зеленый. И все группы изумруд самый редкий и дорогой, то есть он сочно-зеленый и выделяется среди всех вот этих вот разновидностей берилла. Вообще берилла удивительный, конечно, минерал, я про него тоже расскажу. Также изумруд считается уже давно талисманом матерей, чаще всего передается по наследству. Помогает человеку чистому, не испорченному страстями, лживому и нечестному приносит несчастье. Карбункул или красный гранат, также это пироп или альмандин. Вообще, если поднимать тему граната, то это удивительный камень. У меня в моей коллекции есть вот такой вот гранатик, очень интересный экземпляр, он, видите, не ценный, но для коллекции подойдет такой образец. Также у меня есть гранатики из Чехии. Кстати, я когда была в Чехии, я была удивлена, что у них такие огромные продажи вот именно этих гранатов. И вот в Праге купила такой комплект с гранатом и белыми бриллиантами, да, белое золото здесь, бриллианты маленькие совсем, и вот этот вот гранатик, очень красивый камень. Вот мне очень нравится вот это сочетание бриллиантов и гранатика. Вот сережки очень красивые, здесь необычный такой вот замочек, насколько знаю, это итальянский. И вот они выглядят просто изумительно, эти серьги, на мой взгляд. Шикарный набор, вот я в него просто влюбилась. Очень хорошо он передает красоту именно граната. Вот. Кто бы мог подумать. Раньше я думала, что самое красивое сочетание — это красного камня и золота, желтого или розового, но нет. Вот именно в белом золоте с бриллиантами гранат смотрится как никогда. Так, знаете, не то что так самобытно, а роскошно. Извините, что хвалю свой набор, но вот он мне очень нравится. Мне очень нравится, как подошли ювелиры к созданию этого набора.
как вот эти эскизы начертили. На мой взгляд, великолепное сочетание. Вообще немногие минералы могли бы похвастаться таким разнообразием цветов и оттенков, как гранаты. Группа гранатов объединяет вообще целое семейство минералов, сходных по внутреннему строению и форме кристаллов. И гранаты получили вообще свое название в связи со сходством кристаллов с зернами плодов гранатового дерева. И я с этим соглашусь. Действительно, как зернышки граната. И на латыни гранатус означает зерно. Если подробно рассматривать гранаты, то различают более 20 разновидностей гранатов. Но именно вот в группу священных относят, как я сказала, пироп и альмандин. Если говорить об альмандине, то это железо-алюминий, пурпурно-красный, иногда с лиловым оттенком камней. А если говорить о пиропе, то это магний и алюминий. И пиропы, они таких вот красных тонов. Это если выделить в особую группу и подробно о них рассказать. Ну, естественно, самыми известными гранатами-самоцветами считаются пироп, альмандин, которые вот упоминаются в Ветхом Завете, грассуляр, также уворовит и демонтоид. Пятый камень в священном нагруднике первосвященника — это, естественно, алмаз. Вот у меня есть даже колечко. Это я положу с наноизумрудами и одену с натуральным алмазом. Колечко вот такое вот обычное кольцо, можно сказать, обручальное, то есть алмаз в белом золоте или бриллиант, ограненный алмаз. Если говорить об алмазе, то алмаз — это вообще особый такой вот минерал. Он не только превосходит по своей ценности остальные драгоценные камни, но имеет необычайную значимость для науки. Кроме того, это самый твердый из всех минералов. Он является также самым тугоплавким и теплопроводящим элементом. Алмазы бывают причем ювелирными и техническими. Прозрачные ювелирные используются для изготовления бриллиантов, а из технических делают алмазные, то есть алмазное долото для бурения скважин, деталей, приборов. Вот такой вот полезный минерал. Ну и очень часто вообще непосвященные путают понятия алмаз и бриллиант. В действительности же бриллиант — это алмаз особой огранки. Она подчеркивает присущую ему внутреннюю игру света, которая возникает из-за преломления световых лучей, многократно усиливается благодаря правильной вот этой вот ограночке. Цена алмазов может достигать заоблачных высот и зависит от частоты, веса огранки и цвета камня. Ну и вообще найти хороший алмаз — это задача не из легких. Чтобы получить небольшой драгоценный камень в полкарата весом, круглый бриллиант 5 мм, например, в диаметре, необходимо просеять несколько десятков тонн горной породы. Ну и вообще я знаю, что лучше приобретать, вот, чтобы была все-таки ценность семейная, бриллиант больше 1 карата, а все вот эти вот мелкие бриллианты, даже мой, они не так ценятся, если их сдавать в ломбард. Но я не практиковала, не знаю, но, конечно же, я мечтаю о бриллианте больше 1 карата или 1 карат, естественно. Шестой камень в четырехугольном нагруднике — это яхонт. Очень мне нравится это название, оно такое какое-то самобытное. Яхонт — это красный камень или рубин, именно красный корунт. Я уже рассказывала про корунды, это рубин и сапфир. Но вот именно на 6-м месте находился яхонт. Именно красный камушек. Эти рубинчики свои я вам показывала. Если вообще говорить о рубине, то это красивый ярко-красный цвет рубина. Он высоко ценился человеком еще в древности. Кроме того, рубин обладает удивительной высокой твердостью, естественно, уступающей лишь алмазу, что позволяет изготавливать из него прочные, такие вот долговечные, видите, ювелирные камни. Ну, это у меня синтетический рубин, но очень даже неплохой. Также хочу обратить внимание на такой момент, что старая бирманская легенда гласит, что рубины зреют подобно фруктам, достигают своего красивого глубокого красного цвета только в определенный момент созревания. Вообще рубины с легким фиолетовым оттенком легенда называет перезревшими. На самом деле, как вы понимаете, красный цвет рубина никак не связан с созреванием и обусловлен присутствием именно примеси хрома в кристаллической структуре этого минерала. Я тоже раньше, мне нравилось, вот как говорят, что зрелый рубин, незрелый, нет такого понятия. Ну и красная вот эта вот драгоценная разновидность коронда
Она называется рубином. Это название происходит от латинского рубер — красный. В древности словом рубин вообще называли и другие ювелирные камни красного цвета, гранат, красную шпинель. Но сегодня этот термин строго закреплен именно за драгоценным рубином, которого у меня нет. Ну, это нужно иметь в виду. Также еще такой интересный факт о рубине, что прозрачные рубины весом более карата встречаются реже алмазов такой же массы. То есть он, наверное, и дороже даже иногда может быть алмаза. 7-й камень в наперстнике — это агат. А именно агат — это разновидность халцедона. И в этой разновидности можно заметить концентрические окружности. Вообще, если говорить об агате, то в необработанном виде агаты, как правило, не слишком приблизительны. Но если распилить образец пополам или на тонкие пластины, а затем отполировать с пилы, агат продемонстрирует всю красоту своих цветов и неповторимого рисунка из разнообразных слоев. Обожаю этот камень, он, конечно, превосходный. Вообще криптокристаллическая разновидность кварца с полощатым вот этим концентрическим рисунком и называется агатом. Вот упоминается именно агат, и вот у меня есть такой образец агата, и есть вот такой вот совсем маленький, но очень любимый мною образец. И есть разновидность, вообще разновидностей у агата очень много, но у меня есть еще вот такой вот превосходный голубой агат, еще его называют сапфирин. Невероятной красоты. Я даже вам показываю его и вспомнила, что у меня еще есть один образец голубого агата. И здесь можно даже увидеть вот эти вот, видите, концентрические окружности. Вот они видны. И еще вот в этом моем чудо-сундучке, я помню, должен быть голубой агат. Да, он тут есть. Сейчас покажу. Вот такой вот необыкновенный агат голубой. Сапфирин. Очень красивый. И третий еще есть голубой агат. Вот у меня к ним какая-то любовь. Но не путайте, что есть разновидность агата с прямыми параллельными полосами. И вот эта разновидность называется уже ониксом. И вот эти вот агаты и ониксы обладают сходной цветовой гаммой, поскольку образуются в одинаковых условиях и нередко залегая совместно в вмещающих породах. 8-й камень в нагруднике — это аметист. Обалденный камень. Его очень многие любят, еще его называют каменной фиалкой. Ну, действительно, даже Гёте сказал, что в мире минералов самым прекрасным является самое простое. Вот кажется, простой цвет фиалки или фиолетовый, и в него можно влюбиться. Если бы аметист не был таким распространенным, он стал бы, наверное, одним из самых дорогих ювелирных камней благодаря своему необыкновенному вот этому фиолетовому цвету, прозрачности и красивой форме кристаллов. Это фиолетовая разновидность кварца. В природе он встречается в виде продолговатых призматических кристаллов, которые заканчиваются шестигранной пирамидкой. Формирует сростки кристаллов друзы. В моей коллекции тоже есть такая вот друза. Также есть вообще огромные друзы. У нас в городе Минске есть магазин, открытый геологами, Минералис. И там можно встретить огромные просто жиоды. Они такие дорогущие. Очень бы мне хотелось. Они какие-то инопланетные. Вот свою друзу я тоже люблю. На ней даже очищаю свои украшения. Вот такие у меня еще есть красивые образцы. Аметист вообще он в любом виде чарующий. И вот в детском наборе, где надо было выдалбливать типа из породы аметисты, были вставлены тоже вот натуральные аметисты. Тоже можно встретить, тоже они околдовывают. У меня сын всегда очень любил именно вот эту друзу. Она так красиво переливается, но она обалденная. И также у меня есть искусственный корунд, сделанный под аметист. Представляете? Но это уже золото советское, и тогда была распространена вот эта вот синтетика. И вот даже у меня есть красивый вот такой вот образец синтетический под аметист. Мне так и сказал ювелир, что у вас очень здесь качественные именно вот эти вот корунды, сделанные под аметист. Ну, они действительно выглядят как аметист. Я даже думала, что это натуральный аметист.
Хорошие тогда делали синтетические камни, ну, в принципе, сейчас тоже, но вот есть у них какая-то колдовская красота, хоть это и синтетика. И вообще вот этот необыкновенный цвет аметиста настолько индивидуален, что даже другие более дорогие фиолетовые и лиловые ювелирные камни часто сравнивают с ним. Вот такой вот камушек. Вообще именно аметист подвиг меня на снятие этого видео, потому что очень часто говорят или где-то пишут, что аметист был вот в этом священном нагруднике, наперстнике первосвященника. И вот я все время хотела более глубже узнать об этом, и вот теперь рассказываю вам. 9-й камень в наперстнике — это хризолит. Я поставила вот камень, похожий на изумруд, но вот этот камушек, он похож и на хризолит. В моей коллекции есть только вот такая вот разновидность. То есть хризолит — это вообще разновидность минерала оливина. И вот у меня есть минерал оливин, но в украшении нет хризолита, но они прекрасны. Как драгоценный камень обычно хризолит известен под названием перидот, о котором тоже пойдет речь позже. Если углубляться в тему именно хризолита, то римляне называли его вечерним изумрудом. Я не так просто поставила камень, который имитирует изумруд. Почему его называли вечерним изумрудом? Так как при искусственном освещении желтый оттенок, вот этот желтоватый, исчезает, и камень кажется именно чисто зеленым. Вот такой вот интересный камень. Вообще это красивый такой золотистый зеленый камушек. Он высоко ценился любителями драгоценных камней, украшал многие высокохудожественные ювелирные изделия на протяжении даже многих столетий. Назван от греческого хриза золотой и литос камень. Причем цвет минерала зеленый с различными оттенками: и золотистым, и желтым, и фисташковым, и травяным, и оливковым, и бурым. Удивительный камушек. Чтобы более подробно показать вам именно оттенок хризолита, я залезла в каталог ювелирной сети 7 карат, у нас в городе Минске, очень распространенная сеть. И вот у них можно выбрать вставку хризолит и посмотреть, как выглядит он в украшениях. Вот я рассматриваю такие сережки, например, я бы хотела прикупить, ну, чтобы в коллекции был хризолит. Иногда, видите, очень часто вообще добавляют хризолит к другим камушкам. И он, естественно, очень красиво вот всю эту игру завершает цветов. Очень красиво и с другими камнями смотрится. И также отдельно необыкновенный камень, такой превосходный. И также, чтобы не отходить далеко, почему-то на 10-е место помещен перидот. Именно вот эта вот ювелирная разновидность оливина. И вот я поближе покажу все-таки оливин. То есть получается, что два камушка стоят рядом в наперстнике, но один хризолит, а другой перидот. Вот так вот, практически одно и то же. Ну вот оливин, который не драгоценный. И перидот — это ювелирная разновидность именно вот этого вот оливина. А теперь в подробностях хочу рассказать о перидоте. Вообще перидот, или иногда в скобках даже пишут оливин, на самом деле это разновидность минерала вот этого оливин, который я вам показала. Красивое название оливин связано с тем, что цветом оливин напоминает оливки. В основном для ювелирных работ подходят лишь две разновидности оливина. Это хризолит и перидот. Вот, расставляю все по ювелирным полочкам. Хотя ныне хризолиты выведены в отдельную категорию, некоторые современные источники считают перидот разновидностью хризолита. И даже так пишут, как я вам и рассказывала. Само слово перидот наиболее часто используют немецкие и английские минералоги, но вот что означает само слово, до сих пор остается загадкой. Перидоты — это кристаллы оливина зеленого, золотисто-зеленого и темно-желтого цвета, которые подходят для ювелирной обработки. Перидот не очень дорогой камень, но смотрится весьма изящно и красиво. Зеленые разновидности перидота очень похожи на изумруды, например, и хризобериллы. Не просто так вот я поставила рядом аналог изумруда. Особое отличие перидота, заметное даже обычным глазом, это двойное лучепреломление. Также, представляете, бывают перидоты с эффектом астеризма, то есть звездчатости и кошачьего глаза. Такие перидоты встречаются реже, и, соответственно, цены на них выше.
11-й камень в наперстнике — это оникс, или еще его называют камень вождей. Вообще в переводе с греческого оникс означает ноготь, так как слоистым рисунком этот камень действительно напоминает ноготь. Ониксом называют разновидность агата. Вот про агат я уже рассказывала, он тоже священный камень. Но в ониксе это именно такая разновидность агата, где чередуются плоскопараллельные слои различного цвета. И вот в моей коллекции, кстати, есть черный оникс. Вот такой вот он красавчик. У меня подписано все, чтобы не забыть. И есть еще вот такой черный оникс. Интересный. И еще, если в подробностях рассматривать оникс, это многогранный камень, то по окраске чередующихся слоев выделяют следующие разновидности оникса. Собственно, сам оникс или оникс арабский, это слои белые и черные. Также есть корнеол оникс, это красные и белые, сардоникс, бурые и белые, и халцедон оникс, серые и белые. Я очень люблю черные камни, поэтому в моей коллекции присутствует черный оникс. Вообще черным ониксом в огранке достаточно часто интересуются ювелиры на выставках камня, поскольку он один из наиболее используемых камней в мужских перстнях. То, что называют в данном случае ониксом, это скорее выбранная из полосчатого халцедона черная полоса, либо же прокрашенный в черный цвет агат. Ну и вообще большинство декоративных ювелирных ониксов искусственно окрашены. Не менее популярен и также оникс мраморный, поэтому не просто так вот эти вот цветастые модели у меня расставлены, да, у меня есть и мраморный оникс. Оникс мраморный, если подробно, или его еще называют египетский алебастр. Вот такой вот у меня есть бокал. У меня таких бокалов 6, причем их надо ставить вот этим глазком, чтобы защищал от сглаза, от дурных людей, от дурной энергетики плохой. Также есть такая вот жабка, покупалась в Турции к богатству, где я узнала, кстати, в Турции, что в зависимости от того, на какой глубине залегает оникс, он приобретает разную окраску, вплоть до розовой. Также есть вот такие образцы, кругленькие. Мраморный оникс, его называют не только еще египетский алебастр, но и арагонит. И вот у меня в каталогах он называется арагонит, который я собирала. Вот еще один арагонит или мраморный оникс. И нужно знать разницу между обычным ониксом и арагонитом или мраморным ониксом. Я хочу на это обратить внимание, что общепринятое вообще название, вот этот мраморный оникс, нельзя признавать удачно, поскольку ни по генезису, ни по каким-то там структурно-текстурным особенностям, ни по составу камень ничего общего с кварцевым ониксом не имеет, вот с этим черным или другими разновидностями, которые я вам показывала. В отличие от кварцевого оникса, являющегося разновидностью агатов, мраморный оникс — это именно полосчатый агрегат кальцита или арагонита, как я вам сказала, и синонимы у него вот этот вот. Я даже отдельно их поставлю, чтобы это закрепилось и у меня в головушке. Люблю я вот так вот все расставлять все-таки по ювелирным полочкам. Вот синонимы именно вот у этого оникса мраморного: это алебастр египетский, оникс алебастровый, оникс мексиканский и оникс пещерный. И отличить мраморный вот этот оникс от кварцевого не составляет труда даже для неспециалиста. У кварцевого оникса выше твердость 6,5, а вот у этого мраморного твердость ниже 3-4. В отличие от кварцевого, он царапается стеклом. То есть вот если я буду сейчас царапать стеклом, то вот этот мраморный оникс или арагонит поцарапается, а кварцевый оникс не поцарапается. И последний, такой многогранный камень в наперстнике — это яшма. Причем я читала, что именно красная яшма — это один из камней наперстника. Вот моя коллекция, уже видно, что они, то есть эти камушки, они такие многогранные. Если говорить о яшме в подробности, то по окраске это, пожалуй, самая разнообразная группа камней, хотя наиболее известные именно красные и зеленые разновидности с очень богатой палитрой рисунков и оттенков. Твердость у яшмы 6-7, блеск стеклянный, насчитывается несколько вообще сотен видов яшм. Наиболее редкими являются синие и голубые разновидности. Вот синей и голубой разновидности как раз таки у меня нет.
Но у меня есть яшма вот такая вот, обычная яшма. Нет у нее названия. Также у меня есть одна из ценных разновидностей яшмы. Это гелиотроп. Вообще гелиотроп еще называют разновидностью халцедона. Также красная яшма, вот, на которую я хочу акцентировать внимание. Причем красная яшма у меня есть такая и вот такая. И вот она очень часто упоминается как один из камней наперстника. Также есть необычайная руинная яшма или еще руинный мрамор называют. И такая яшма бывает. Радужная яшма. Причем, если вы встречаете в яшме вот эти вот красные вот эти вот оттеночки, это именно гематит. И вот радужная, она, конечно, невероятная, чтобы не покатился этот шарик. Также у меня есть пейзажная яшма, вот такая пирамидка, тоже очень красивая. И особенно мне нравится, и она какая-то необыкновенная, просто такие рисунки красивые. Это яшма Пикассо, не просто так ее назвали, посмотрите, какая она невероятная. Это просто какое-то чудо, очень красивый рисунок. Все это были камни, которые упоминаются в Ветхом Завете. Теперь переходим к другому списку минералов, которые приводит именно Иоанн Богослов. Я сейчас их тоже расположу в определенном порядке и расскажу, как он их упоминает. Упоминает он их экзотически. И некоторые минералы повторяются, а некоторые заменяются. Те, что новенькие появились в списке, я вам покажу. Но у него тоже 12 камней в его списке. Вот они, 12 камней по списку Иоанна Богослова. Я их расположила. Конечно, некоторые в моей коллекции отсутствуют. Есть цель пополнить все-таки коллекцию недостающими минералами по списку Иоанна Богослова. Не все у меня есть, несмотря на большое разнообразие. И вот давайте, первый у него камень, это вот она, красная яшма. У меня 2 экземпляра. Затем идет по списку это сапфир, но, к сожалению, сережки у мамы с сапфирами синими, корундами. Следующее, это у него написано халкидон. На самом деле это халцедон. Следующее, это смарагд или изумруд. Также есть такой камень, как сардоникс. Это разновидность оникса. Сердолик, к сожалению, у меня нет этого распространенного минерала, он очень красивый. Опять же, хризолит, как и в Ветхом Завете. Вот у меня оливин вместо хризолита, так как хризолит разновидность оливина. Следующее это берил, отдельно у него, топаз. Потом хризопрас, вот у меня пустое место. Очень красивый камень, я все покажу в картинках. Гиацинт, разновидность циркона, драгоценная. И аметист, конечно же, как же без аметиста. И теперь в подробностях расскажу естественно, вот этом вот халкидон или халцедон. Также хочу отметить, конечно же, разновидность оникса сардоникс. Сердолик хочу отметить. Вот этот берил, очень интересный минерал, многогранный. Хризопрас, которого у меня нет. И несколько слов о гиацинте, так как я неровно дышу к циркону. И, конечно же, я хотела рассказать, как же красиво Иоанн Богослов упоминает все эти 12 камней у себя. То есть он описывает Иерусалим как небесный город, посланный от Бога, место обитания святых, Божьих угодников, которые удостоились радости вот этого богообщения, блаженства, место, где отсутствует грех, скорбь и печаль. И стена, причем построена у Иерусалима из ясписа, а город был чистое золото. Основания города украшены всякими вот драгоценными камнями.
И очень интересно, что также у основания стоят 12 ворот и 12 жемчужин также помещены. И улица, как я упоминала, это чистое золото. Вот такое вот невероятное описание Иерусалима. Это просто что-то за гранью. Подробно расскажу о халкидоне или халцедоне, третьем камне в этом списке. Вот у меня есть вот такой вот халцедон с Мадагаскара. Вот так вот он выглядит. Вообще причудливые формы выделения и разнообразная окраска халцедона, она неустанно привлекает начинающих и опытных даже коллекционеров. Несмотря на то, что у этого минерала очень простой состав. То есть формула СО2, то есть оксид кремния. Название халцедон происходит от имени древнегреческого города Халкидон. Вот поэтому в списке так он и значится, Халкидон. И располагался он у пролива Босфора. Этим термином обозначаются скрытокристаллические разновидности кварца. И еще такой есть интересный факт, что в древности считалось, что чаши из халцедона и серебра предотвращают отравление. Камень из этого камня носили в качестве талисмана. И опять же в магазине 7 карат даже нашла вот такую вот змейку с халцедоном. Очень редко можно встретить в ювелирных магазинах именно украшения с халцедоном, но здесь вот он так и обозначен, вставка халцедон, и можно купить вот такую вот очаровательную змею. Сейчас они модны до сих пор. Также есть у меня жиода халцедона, она необыкновенная, честно-честно. Вот кажется с первой стороны, то есть с первого взгляда не очень, а если вот так вот повернуть, это просто что-то, напоминает устрицу. И вообще, если говорить о жиода халцедона, то у каждой жиоды халцедона свой вот такой вот рисунок и особое внутреннее строение. Эти красивые образцы, они есть, кстати, во многих коллекциях по всему миру и, естественно, восхищают. Я даже хочу купить в магазине, основанном геологами, такие вот близнецы жиоды, но их раскупили, представляете? Вот на 14 февраля хорошо дарить таких вот близнецов, то есть две половинки, но у меня только одна половинка. Пятый камень в списке Иоанна — это сардоникс. Я слышала, что так называют оникс темно-красный. В некоторых источниках можно встретить, что сардоникс — это вот бурые или белые разновидности оникса. И вот я не просто так положила оникс, потому что сардоникс — это разновидность оникса. И если его рассматривать подробно, то вот он выглядит вот так вот, красивый такой камень. И да, у него такая разноцветная плоскопараллельная структура. Очень красивый камень, вот даже такой можно встретить. И по своему химическому составу камень тоже почти на 99% представляет собой оксид кремния, как и камень халцедон, кстати. И вот так вот бусы могут быть выглядеть. Вот такой вот красивый камушек. Также в свой список включил этот легендарный Иоанн Богослов, именно сердолик. Я нашла информацию тоже, вот покажу картинки, как выглядит сердолик. К сожалению, у меня его нет. Так вот, сердолик или корнеон — это минерал красновато-розовый или желто-красный или оранжево-красная разновидность, опять же, все того же халцедона. То есть получается и сардоникс и сердолик — это все разновидности вот этого халцедона, оксид кремния. Восьмой камень в списке — это берилл. Ему очень мало почему-то уделяют внимание. Ну вот у меня есть такой образец берилла. Что касается берилла, не просто так, мне кажется, он его вставил в свой список. Вот мой образец из Бразилии. И берилл вообще, его разновидности, в первую очередь, это, представляете, изумруд и аквамарин. И входит в число вообще лучших ювелирных камней. Но берилл интересен не только вот гемологам, любителей драгоценностей, как я. Его вообще химический состав, структура заслуживают вот пристального внимания. Из всех минералов бериллия, четвертого элемента вот этой периодической системы Менделеева, берилл распространен наиболее широко, он образует кристаллы в виде таких вот шестигранных призм или сплошной массы.
И причем примеси и цвет какие могут быть. Бериллы, которые не содержат примеси, бесцветные, причем бесцветный берилл называют гашенит, это имитация бриллианта, да-да-да. Но в природе намного чаще встречаются разновидности этого минерала, которые окрашены в разные цвета за счет присутствия разных примесей. И среди самых обычных оттенков бывают желто-зеленый, зеленовато-белый, желтоватый, голубовато-зеленый. Очень интересный и многогранный камень. 10-й камень в списке — это хризопрас. Такое необычное название, но вообще хризопрас — это очень красивый камень, его можно часто встретить на выставках. Это просвечивающий или прозрачный, опять же, тот же халцедон. Все идет от халцедона, обратите внимание. Причем оттенок у хризопраса может быть голубовато-зеленый, яблочно-зеленоватый, травяно-зеленый или изумрудно-зеленый. Назван хризопрас от греческого хризос — золото и празиос — зеленый. Из халцедонов это, пожалуй, самый нарядный камень. Вот так вот. 11-й необычный камень, который упомянут в этом прекрасном списке и который украшал Иерусалим по этому списку, это гиацинт. Такое страшное название, но ничего страшного нет, если вы смотрели мои разные видео, посвященные циркону, а также всем названиям и противоречиям, связанным с этим камнем. Вообще циркон — это природный минерал, единственный из природных камней, способный соперничать благородством блеска с царем камней алмазов. Свое название получил от персидского царгун — золотой камень. И мне кажется, не просто так Иоанн Богослов включил именно гиацинт. Вот он соперничает с алмазом, потому что в списке на нагруднике там был алмаз, а здесь именно гиацинт, наверное, заменяет его, не знаю. Вообще, в отличие от всегда бесцветного, ну не всегда бесцветного алмаза, практически всегда, циркон бывает самых разнообразных тонов. Ну и вот, например, вот этот гиацинт, самый такой важный, который упоминается и украшал Иерусалим, это оранжевый. Или оттенки могут быть у этого камня гиацинта от оранжевого до красно-коричневого. Вот такой вот гиацинт. Кстати, у циркона есть и другие разновидности, кроме гиацинта. Это и старлит, который от голубого до зеленоватого, молокон от оливково-зеленого до коричневого. Также есть даже такой интересная разновидность циркона, как матура-алмаз бесцветный, алмазоподобный есть, вот этот матура-алмаз. Цейлонский жаргон, или он бледный, такой соломенно-желтый. Ну и что касается вот разновидности циркона гиацинта, так как это разновидность циркона, то по химическому составу он представляет собой силикат цирконий. В природе вот этот циркон встречается в виде таких хорошо образованных кристаллов. Размеры кристаллов обычно небольшие, несколько миллиметров. Изредка встречаются крупные цирконы. Но вот в списке именно необычная разновидность циркона, именно гиацинт. А вот такие вот камушки, по словам Иоанна Богослова, украшали именно небесный Иерусалим не просто так. Моя коллекция будет пополняться, но это, конечно, удивительный список. Они немножко похожи, список на наперстники и список Иоанна Богослова, но все имеют место быть. Вот мы рассмотрели все эти 12 камней, как они приведены в Ветхом Завете, как они приведены в списке Иоанна Богослова. Но я даже вот до сих пор поражаюсь, насколько Библия глубокая, многогранная книга. И каждый раз все хочу ее еще раз перечитать. Но более доступная вот лично для меня по описанию детская Библия. Там все как-то ясно, понятно описано. Я даже стараюсь привить интерес сына старшего к детской Библии, ведь это очень интересно, так вот познавательно. И даже я в свои вот 37 лет узнала, что, оказывается,
Не случайно Библия близка к геологии, ведь именно она дала название современной науке, но такое вот название петрология. Само название петрология происходит от имени апостола Петра, и Петрос по-гречески это камень. Имя Петр стало во главе науки о горных породах. И вот когда я это узнала, что геология и петрология, и между этими двумя понятиями такая тесная связь, я просто была шокирована. Мне сразу захотелось это передать вам, свои эмоции, свои впечатления. Ведь я человек достаточно откровенный, эмоциональный, и я люблю вот этими делиться знаниями, и всегда хочу донести вам это в такой вот доступной, легкой форме, чтобы мои видео были не только звучали вот как лекция, так как я слышала, что обо мне думают, что я педагог. Нет, я не педагог, я не пытаюсь там что-то как-то научить или как-то обучить. Нет, я пытаюсь преподнести материал в понятной и доступной форме, и чтобы это было увлекательно, чтобы это было удивительно. Ведь в камнях кроется такая магия, такая минералотерапия или камнетерапия, цветотерапия. Для меня это какая-то вот отдушина и своего рода психотерапия, вот именно это увлечение минералами и камнями. И я надеюсь, что все, что я вам рассказала, вся эта информация была полезной для вас. Вы своего рода тоже как-то вот расслабились, также получили какие-то новые для вас знания. Также будет очень приятно встретиться с вами в комментариях. Может быть, я что-то упустила, может быть, я что-то не так сказала. Мне будет очень интересно почитать и познакомиться с вашим мнением. Буду очень ждать, я очень люблю с вами общаться. Ведь для того и я создала этот канал, чтобы найти людей, которые не только будут слушать мои видео, а также благодаря вам и вашим комментариям я учусь у вас и более глубоко изучаю тему камней, минералов, ювелирки. Спасибо вам огромное. И на этой приятной ноте я говорю вам пока-пока, желаю всем здоровья, а также чтобы все-все-все приносило вам море удовольствия. Это очень важно. Пока-пока.